Всем привет, с вами Фрост и новое видео на моем канале. Игра World of Tanks Heat наконец не так давно вышла в релиз. В сегодняшнем видео я расскажу, что желательно нужно делать разработчикам, чтобы эта игра становилась более популярной, чем есть сейчас, и не повторила судьбу одной вам известной игры, из которой я пришел сюда. Обязательно досмотрите это видео до конца, не забудьте поставить лайк для продвижения этого видео. А теперь начинаем. Я подготовил несколько советов для разработчиков, что им нужно сделать, чтобы эта игра становилась более популярной. И первое и самое главное — это ввод новой техники. Вот Heat — это все-таки игра про танки. И поэтому танки в этой игре — это основной контент. И они должны вводиться регулярно. Идеально, конечно, было бы, если бы каждый месяц разработчики вводили бы по одному танку. То есть в год выходило бы по 12 новых танков. Но если вдруг есть какие-то сложности в этом моменте, можно выпускать один новый танк хотя бы раз в 2 месяца. Но точно не позже. Это максимальный промежуток времени, когда должен выходить новый танк, не более 2 месяцев. Но, как я до этого сказал, желательно каждый месяц, чтобы выходило по одному новому танку. Чтобы у игроков не пропадал интерес к игре, и чтобы всегда было на чем новом играть и что качать. Второе, и немаловажное, что тоже нужно добавлять, это новые карты. На данный момент в игре мало карт, и на момент записи этого видео прошло чуть больше 2 недель после релиза игры. И одни и те же карты уже начинают поднадоедать, потому что их мало, и ты постоянно на одних и тех же картах играешь. И как я понял, в игре нету такой системы, чтобы карты не повторялись. У меня бывали случаи, когда я играл на одной карте 2 боя подряд, или играл один бой, потом через бой снова играл на той же карте. И новые карты тоже на данный момент очень сильно нужны этой игре. Я понимаю, насколько тяжело делать новые карты, поэтому хотелось бы, чтобы разработчики выпускали карты хотя бы раз в полгода. Я думаю, это нормальный срок для выпуска новой карты. Хотелось бы, чтобы каждые полгода выходила новая карта. Особенно сейчас, когда их в игре очень мало. Теперь переходим к другому типу контента, который тоже увеличивает вовлеченность игроков к игре. Это, конечно же, ЛБЗ. Они же личные боевые задачи. Я считаю, что ЛБЗ в этой игре рано или поздно, скорее всего, будут. Потому что мы уже видели тестовые ЛБЗ на первом альфа-тесте, который был в 2024 году. И выполнив их, можно было получить легендарный объект 279. Также на втором альфа-тесте было просто окно-заглушка под ЛБЗ. И как я думаю, в релизной версии игры они тоже рано или поздно появятся. Только главный вопрос — когда. Как я считаю, разработчикам в этом моменте тоже затягивать нельзя. И хотелось бы, чтобы личные боевые задачи появились тоже как можно быстрее. Чтобы у игроков был какой-то смысл играть в игру. После того, как вся техника будет прокачана. Обязательно ЛБЗ должны быть на скилл. Никакой зависимости от удачи, только на скилл. То чем лучше вы играете, тем быстрее вы их выполните. Если вы плохо играете, вы будете их выполнять очень долго. Или вообще не выполните. Если мы судим по той концепции ЛБЗ, которая была на первом альфа-тесте, что там типа планировалось несколько компаний, как мы могли видеть. Что типа ЛБЗ на первый танк, они простые, ЛБЗ на последующие танки, они более сложные. И самые последние ЛБЗ должны быть очень сложными, чтобы даже скилловые игроки потели месяцами. И как я до этого говорил, должны быть на скилл. Вот это вот самое главное. Переходим к следующему пункту. Будет несколько пунктов, которые касаются статистики. Потому что это тоже очень важный элемент игры. И как я не раз говорил, я считаю, что статистика в этой игре нужна. Как и во многих других играх. Потому что благодаря статистике у многих игроков тоже появляется смысл и мотивация играть в игру. Появляется мотивация и просто играть в игру. И если вы играете плохо, у вас появляется мотивация научиться играть лучше. Чтобы у вас была более хорошая статистика. Как уже не раз говорилось и вообще в других играх, в игре должно быть пискомерство. Если этого не будет, интерес к игре очень сильно и быстро просядет. Поэтому должен в игре быть соревновательный момент. И как я считаю, статистика должна быть. Я, кстати, про это делал отдельное видео на канале еще в прошлом году. Сейчас вы подсказки можете в промежном углу посмотреть. Я там рассказывал, как можно реализовать статистику в этой игре. Но если коротко, то можно практически один в один повторить, как это сделано в старых танках. Там концепция статистики работает отлично и можно перенести ее сюда. Но, как я сказал подробнее, вы можете посмотреть в моем видео. Также, когда я говорил про ЛБЗ, я тоже забыл сказать то, что в прошлом году про ЛБЗ я тоже выпускал видео. Сейчас у вас тоже будет подсказка в промежном углу, можете тоже посмотреть, если не видели. И не отходя далеко от статистики, переходим к следующему пункту. Я считаю, что тоже должны быть в этой игре какие-то элементы, связанные со статистикой по технике. Вот как вот есть в том же мире танков, знаки классности, есть отметки. Вот что-то подобное можно ввести и в эту игру. Чтобы был какой-то смысл играть уже на прокачанной технике. Потому что
может получиться как? Прокачал игрок танк, а дальше он на нем играть не будет, потому что тупо нет смысла. Если ввести, например, какие-нибудь знаки классности либо отметки, будет смысл дальше играть уже на прокачанном танке. Поэтому тоже хотелось бы, чтобы что-то подобное появилось в этой игре. Следующий тоже немаловажный пункт. Очень хотелось бы, чтобы уважаемые разработчики прислушивались к игрокам и особенно к стримерам, которые, как правило, знают, что нужно делать с игрой, чтобы игра становилась лучше. Потому что если не слушать мнение игроков и тем более стримеров, как я до этого говорил, игра может пойти совершенно не туда и стать хуже, из-за чего люди начнут уходить. Как я говорил в начале видео, один такой пример мы обсудим уже совсем скоро в конце видео. Поэтому это тоже очень важный момент, и я очень надеюсь, что разработчики будут прислушиваться к игрокам и к стримерам, которые советуют вводить в игру какие-то здравые вещи, исправлять проблемы или что-то подобное. И последний тоже очень важный момент. Разработчикам нужно заняться рекламой игры, потому что игра только что вышла в мае месяце. Как я уже не раз говорил на стримах, к сожалению, был выбран не тот момент для релиза этой игры. Нужно было выпускать игру в начале года в идеале, в январе либо феврале этого года, потому что игра уже была готова на тот момент. А летом, как правило, происходит спад по онлайну, потому что лето, меньше народу заходит в игры, и во всех играх летом статистика просаживается. И поскольку разработчики выбрали не тот момент релиза игры, выпустили ее перед летом, сейчас в игру пришло меньше игроков, чем могло бы прийти. И даже если бы выпустили бы в нужный момент, все равно игре нужна хорошая рекламная кампания. Как я вот тоже считаю, разработчики сейчас должны тратить огромное количество денег на рекламу. Покупать разных стримеров крупных, у которых тысячи, десятки тысяч онлайна. И не только причем европейских, но и СНГ стримеров. Например, можно купить рекламу того же Бустера, у которого там 20-30 тысяч онлайна. Благодаря только этому больше игроков придет в игру и повысится онлайн. Также закупать рекламу, не знаю, на разных сайтах. Можно даже на телевизор попробовать зайти. Конечно, это мало на что повлияет, потому что телевизор сейчас мало кто уже смотрит. Но тоже, в принципе, можно попробовать. Что нужно стараться в рекламу вкладывать огромное количество денег, чтобы про эту игру узнавало все больше и больше новых людей. Потому что, как я уже не раз говорил, эта игра очень перспективная. Если все правильно сделать, тут потенциал на сотни тысяч онлайна, а то и больше. Наверное, перейдем, как говорится, к тому примеру, про который я говорил. Что будет, если не выполнять подобные действия? Конечно, думаю, многие из вас поняли, что я именно говорю про Калибр. И разработчики игры WotHead, скорее всего, тоже знают про эту игру, потому что Wargaming раньше издавал Калибр. Калибр — это как раз тот самый пример, когда перспективная игра скатилась в полную помойку с 600 среднего онлайна. Нет, вы не ослышались, не 600 тысяч, а просто 600 онлайна. И онлайн продолжает падать и падать дальше. Я, кстати, там чекнул статистику по онлайну. После моего ухода из этой игры онлайн еще просел, что подтверждает мои слова, что тоже вместе со мной ушло много игроков. Игра Калибр была очень перспективной. В 2019 году, когда я в нее пришел, игра была практически идеальна. Оставалось только наполнять ее контентом. Но потом что-то пошло не так, и игра скатилась в 600 онлайна. Конкретно что пошло не так? Последние 3 года, можно сказать, или даже больше, нового контента практически нет. Оперативников, которые являются ключевым контентом игры, вводят раз в год, а может быть и в будущем будет еще реже. Карт новых нету, проблемы игры не справляются, игроков не слушают, мнение на игроков плевали с высокой колокольни. На мнение нормальных стримеров тоже наплевать с высокой колокольни. Даже не наплевать, а насрать. Рекламных кампаний нету, каких-то моментов, которые помогают удерживать игроков в игре, тоже нет. Игру стали развивать в сторону PvP, а не PvE, как это вначале планировалось. И можно еще час сидеть обсуждать, почему эта игра скатилась в дерьмо. Все мои зрители, которые смотрят меня с Калибра, знают, потому что я это постоянно мусолил. Поэтому я выпускаю это видео, в надежде на то, что разработчики посмотрят. Я прошу вас, не повторяйте ошибок 1С. У вас есть пример Калибра, как разработчики плевали на игроков, плевали на стримеров, не вводили нового контента. И игра из перспективной скатилась в полнейшее дерьмо, от которого блевать охота. Я вот вас прошу, не повторяйте эти ошибки, не проебите эту игру. У WotHead огромный потенциал. Если вы будете вводить постоянно новый контент, даже этого плюс-минус будет достаточно, чтобы новые игроки приходили. Просто не проебите эту игру. Я не хочу, чтобы получилось так, чтобы через несколько лет я снова
снова говорил, хоть бы мне побыстрее куда-то уйти. Мне нравится эта игра. Я хочу в эту игру играть годами. Или десятилетиями даже. И не хочу больше никуда уходить, и тем более не хочу заканчивать стримить. Мне хочется, чтобы эта игра дальше развивалась, чтобы онлайн только рос. Потому что и от онлайна в самой игре зависит судьба моего канала. Ну и чтобы хейтеры, как говорится, за щеку взяли, которые постоянно пишут, что игра и она скоро закроется. Поэтому я надеюсь, что эта игра не повторит судьбу Калибра, и все здесь будет хорошо. И сегодня в этом видео я рассказал, что желательно нужно делать разработчикам, чтобы с этой игрой все было хорошо и становилось только лучше. И, наверное, я там буду видео заканчивать. Всем спасибо, кто посмотрел. Обязательно подписывайтесь на канал, если вы не подписаны. Обязательно ставьте лайки и пишите комментарии для продвижения этого видео. Если у вас также есть какие-то предложения для разработчиков, что можно там добавить в игру, что можно изменить в игре, тоже пишите в комментариях. Если разработчики увидят это видео, может и ваши комментарии тоже прочитают. Также подписывайтесь на мой телеграм с новостями. Всем до скорого и всем пока.